Здравствуйте, вы на канале Модные шапки, шляпы. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Сегодня поговорим о том, как сшить весенний берет. Фотоидеи. Пошаговая инструкция пошива классического берета. Сшить берет можно несколькими способами. Рассмотрим два способа: классический и так называемый французский. Важно при пошивке берета правильно снять мерки, учесть качество материала, который берется за основу. Чтобы берет для перехода с зимы на весну получился теплым, из материала лучше брать плотную шерсть, к примеру, драп. Отличным будет берет из флиса, удобный, легкий. Используют также трикотаж. Пошаговая инструкция пошива классического берета. 1. Снятие мерки. Вымеряется окружность головы. Сантиметром измеряется через бугры на лбу и выступ на затылке. 2. Делается на бумаге чертеж для новичков. Кто привык работать сразу на ткани, тот делает разметку там. 3. Круг для беретки в основном используется диаметром 30 см. В предложенных схемах указан разный диаметр для каждой модели берета. Чертим круг с нужным диаметром и не забываем о припусках на швы. Если исходный материал плотный, достаточно 1 см, если сыпучая ткань, то припуски до 1 см 5 мм. Начертили на бумаге. Вырезали, перенесли шаблон на ткань. Сделали выкройку. Есть модели, когда круг делится на сегменты. Тогда размечаем с сегментами, выкраиваем, добавляя припуски на швы. 4. Чертим на бумаге кашпен. Это размерная полосочка. Ее ширина от 6 до 8 см. Кашпен определяет величину берета. Чертим полоску, ее длина равна обхвату головы. Чтобы кашпен был высотой 3 см. Деталь должна быть 6 см. Комфортность берета будет зависеть от правильности мерки. Если окружность головы неправильно измерена, то готовый берет будет или мал, или наоборот, будет большим и падать на глаза. При раскрое помните, что нужно делать припуски на швы. 5. Чертим полочку. Ее высота определяет пышность готового берета. В центре круга строим окружность, равную обхвату головы. Чтобы готовое изделие было асимметричным, окружность вырезают, смещая ее к краю. Радиус вычисляется так: обхват головы делится на 6,28. Если, например, обхват 57 см, то радиус равен примерно 9 см. При выборе эластичного материала от обхвата отнимается 1 или 2 см, чтобы берет сидел на голове плотно. Начертили, вырезали шаблон, перенесли на ткань и выкроили деталь берета. 6. Для пошива потребуется всего 3 действия. Одним шиваются по кругу 2 детали берета: круглое донышко и кольцо с нашей выкройкой. После того, как шили, надрежьте аккуратно низ полосочки через каждые 2 см, но не доходите примерно 3 мм до шва. Это нужно сделать, чтобы берет закруглился. Второй шаг: соедините кашпен в кольцо, сложите вдвое и пришейте к отверстию для головы. Третий шаг: пришейте сложенный вдвое кашпен к отверстию для головы. Выверните изделие. Швы можно разгладить ребром ножниц и немного увлажнить берет паром. Затем его наденьте на манекен или на банку, чтобы он окончательно распрямился. Если нужен подклад, то он шьется по принципу пошива берета. Закрепляют подклад внутри берета с помощью потайных стежков. Украшайте берет, как вашей душе угодно, и носите на здоровье. Кашпен можно оформить отделочными строчками или взять другой материал. Береты по французской выкройке шьются проще. Для этого используется выкройка донышка, но она имеет диаметр от 40 см и кашпен. Делается чертеж донышка, кашпен, на рисунке от 8 см. При сложении будет на берете 4 см. Вырезается шаблон и переносится на ткань. Не забывайте о припусках на швы. При шивании будут складочки, так как донышко имеет больший диаметр. Эти складочки распределяются или по кругу, или больше в тех местах, где пожелаете. Их наметывают в начале. Шивается кашпен с боковой стороны. Если ткань очень сыпучая, то нужно обработать края и шов. Шейте полоску кашпен с донышком берета. Также надрежьте аккуратно низ полосочки через каждые 2-3 см, но не доходите примерно 3 мм до шва, чтобы берет закруглился. Сверните пополам кашпен. Пришить его можно либо руками обметочным швом со швом донышка и верхней частью полоски, или на машинке. Сделайте петельку. На схеме она 3 см, 2 равно 1,5 см будет в готовом виде. Петелька это по желанию. Бант шириной 8 см, 2 равно 4 см в готовом виде. Длина выкройки банка зависит от того, какой вы хотите сделать бантик или бант. Вот такой берет должен получиться по этой выкройке. Идея для вдохновения.
Благодарю за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии.